Всем привет! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня я буду готовить ханум или другое название оромо. Для начала я приготовлю тесто. Для этого мне понадобится 600 грамм муки, 200 грамм воды, и в воду я добавила 1 столовую ложку соли. Тщательно смешиваем все ингредиенты и замешиваем тесто. Тесто у нас должно получиться мягким, эластичным и без комочков. Это блюдо имеет множество названий, а именно ханум, хунон, хонам и оромо. В нашей семье это блюдо принято называть хунон. Хунон – это мучное блюдо, рулет с начинкой из картофеля или из мясного фарша и лука, готовящийся на пару. Я для вкуса добавила еще картошку и морковку. После замешивания теста мы дадим отдохнуть ему примерно 1 час. Но через полчаса мы должны снова помять его и разделить на 2 равные части. Наше тесто готово, отправляем его отдыхать на 1 час. В начинку я добавила мясо 300 грамм, нарезала его кубиками, а также добавила 3 картофеля и 1 морковку. Их нарезала как на плов. Лука у меня здесь 4 штуки, его нарезала полукольцами. Далее я добавлю 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку черного молотого перца. И начинаем все аккуратно перемешивать. Начинку я нарезала крупно, чтобы в будущем при нарезании ханума наша начинка не вывалилась. Перед тем, как ставить вариться, мы должны обильно смазать наши листы растительным маслом, чтобы наш ханум не прилип к мантоварке. Из вышеперечисленных ингредиентов у меня получается ровно 4 круга. Наше тесто настоялось ровно 1 час, и я его разделила на 2 равные части, чтобы было удобнее катать тесто. Еще раз повторюсь, тесто должно получиться мягким, чтобы оно лучше раскатывалось. Когда раскатываем тесто, нужно давить в основном на края, чтобы не получилось так, что края у вас толстые, а середина тонкая. Маленькой скалкой я растягиваю наше тесто, аккуратно надавливая на края. Перед тем, как положить начинку, мы должны смазать наше тесто растительным маслом. Мне удобно смазывать руками.
Наш круглый пласт мы должны раскатать так тонко, чтобы он был полупрозрачным. Берем ровно половину начинки, так как у нас еще есть второй круг. Для него оставляем другую половину. И аккуратно, сильно не надавливая, расформировываем нашу начинку. Затем делим на две равные части и скручиваем в рулет. По бокам защипываем наше тесто, чтобы сок из нашего ханума не вытек. Из этих ингредиентов у меня получилось ровно 4 круга. Отправляем вариться наш хонан ровно на 40 минут. Вот такой оромо ханум у нас получился. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал.